Привет! Сегодня уже сентябрь 21 года. Мы на море отдыхаем. Удалось таки заскочить в последний вагон уходящего лета, что, конечно, радует. Обожаю море. Удалось и покупаться, и все. Сегодня, конечно, похолодало. Грозу обещали. А до этого дня два был штормец. Ну, не войти. Я сняла. Поделюсь с вами впечатлениями. Море, конечно, бунтовало, жаловалось, бурлило, шипело, кипело, что-то рассказывало, чем-то было крайне недовольно. И всю ночь его было слышно. В общем, настроения у него не было. Но сейчас уже вроде бы все улеглось. Вон курочки морские катаются, качаются на волнах. Хорошенькие какие. И смотри. Вот такие. Хочу поделиться красотой. Не смогла пройти мимо. Как красиво отражаются в море облака. Ну надо же, какая красота. Красиво. Полюбуйтесь, друзья, как красиво. Мне так понравилось. Прогуливаемся вдоль берега и увидела. И все. Вот еще мимо морских курочек не смогла пройти. Чаечки сидят на камнях. Вот, их и не разглядишь сразу. Девчонки! Привет! Ну что, как дела? Рыбы много наловили. Ну, сидят какие. Ну, хоть бы кто-то крылышки расправил. Не боятся никого. Вот они. Привет! Вот и закончился отпуск. Я уже дома. Сегодня 5 сентября 2021 года. И я снимаю отчетное видео очередное. Думала не снимать. Вышивки нет особо. Но подумала, а вдруг кто-то ждет выпуск. Поэтому решила таки записать эфир. Перед вами на экране как раз тот шторм, о котором я упоминала в начале видео. Да, купаться было невозможно, но отдыхать и любоваться такой красотой вполне себе было приемлемо. В общем, на мой взгляд, все удалось хорошо. Море красивое, впечатлений много, отдохнули. Ну и теперь с новыми силами, как говорится. Ну вот, друзья, а сейчас перейдем к вышивке. Немного, но она была. Ну вот, с собой я, конечно, не смогла взять Джузеппе. Вот, а будущую елочную игрушку я, конечно, пыталась вышить, но, честно признаюсь, было не до вышивки. В общем, все, что удалось накропать. Вот такая кошечка. Леди Пинк будет игрушечка. Вышивала я по бумажной схеме. Вот такая схема. Ну, конечно, вышивать легко было. Просто не было времени на вышивку. Море полностью поглотило и забрало все внимание
на себя. Но я смотрю, что кошечка все равно просматривается. Вот такие у нее глазенки, ушко. Здесь розы, розы будут, она вся в розах. И, конечно, будет немало бэкстича. Ну, как во многоцветках единички, без них никак, никуда, так и без бэкстича. Ну вот, друзья, немножко о вышивке и немножко о море мы с вами поговорили. Хочу показать, вдруг кто-то соскучился, как раз передо мной Джузеппе. Привет, Джузеппе! Соскучилась, соскучилась. Возьмусь за тебя, Джузеппе, вот-вот. Вон и девица наша посматривает. Сковородочка на месте, бутылочка на месте, все на месте. Надеюсь, вы не скучали. Вот так. Ну что, друзья, поделилась я с вами впечатлениями о прошедшей неделе. Ну и, конечно, в следующей части видео мы всем нашим дружным любительским клубам отправимся в Ковентри, чтобы услышать знаменитую легенду, главный персонаж которой – Леди Годива. Многих сегодня интересует, существовала ли в реальности эта незаурядная женщина и насколько правдива история о ее революционном способе борьбы с повышением налогов. Ну что, друзья, берем все с собой необходимое: иголочки, спицы, кто что, кто просто может вздремнуть и отдохнуть. И отправляемся в Средневековье. Легенда о леди Годиве из Ковентри. Датой появления Ковентри, вероятно, можно считать VII век, время основания на этой земле англосаксонского монастыря. Однако лишь возведение в XI веке Леофриком графом Мерсье бенедиктинского аббатства дало первый импульс к развитию города. Ни один рассказ о Ковентри не обходится без знаменитой легенды, главный персонаж которой – леди Годива. В середине XI века благочестивая супруга графа Мерсийского была весьма прославлена как патронесса нескольких монастырей. По иронии судьбы, сегодня они вспоминают только благодаря известной поездке верхом, которой она, кстати, скорее всего, не совершала. История о леди Годиве, скачущей в костюме Евы на коне по улицам Ковентри, одна из самых популярных народных легенд. Город буквально наводнен открытками, сувенирами и статуями с этим сюжетом. Безусловно, нас сегодня интересует, существовала ли в реальности эта незаурядная женщина и насколько правдива история о ее революционном способе борьбы с повышением налогов. Так о чем же рассказывает нам легенда? В то время правил последний англосаксонский король Англии Эдуард Исповедник. Денег ему, как и многим другим монаршим особам, всегда не хватало, и пополнял казну он, скажем прямо, не самым оригинальным способом – повышением налогов. Следить же за тем, чтобы деньги были вовремя собраны в Ковентри и окрестностях, а также доставлены по назначению, обязан был все тот же граф Мерсийский. Как и большинство подданных Эдуарда Исповедника, жители Ковентри и так страдали от непомерно высоких налогов. И вот когда в один не самый удачный день их оповестили об увеличении и так уже слишком высоких налогов, горожане стали просить графа о милосердии. Но все мольбы их граф оставлял без внимания,
а на просьбы об облегчении участи населения отвечал отказом, несмотря даже на то, что новые налоги грозили жителям Ковентри разорением. Итак, вместо помощи горожане получили отказ. В столь напряженный момент в дело вмешалась очень религиозная жена Леофрика. Графиня в очередной раз решила заступиться за земляков. Переполненная чувством сострадания к отчаявшимся жителям Ковентри, она обратилась к мужу с просьбой отменить обременительные поборы. Но графу ее заступничество пришлось не по душе. И тогда, раздосадованный, вероятно, ее настойчивостью, чтобы проучить жену, граф предложил ей следующее. «Твоя просьба будет удовлетворена, если ты обнаженной проедешь на лошади по городу из конца в конец». Леофрик ожидал, что его жена в ужасе и смятении откажется от заступничества. Женщина ее ранга не могла согласиться на такое предложение. Но она, к его удивлению, согласилась. На следующее утро, полностью раздевшись и прикрывая наготу лишь распущенными волосами, леди Годива оседлала лошадь и проехала по рыночной площади. После такого Леофрику не оставалось ничего другого, как только выполнить просьбу жены. Так леди Годива верхом въехала на страницы истории как уникальный реформатор налогообложения. Во всяком случае, так принято считать. С течением времени легенда обрастала все новыми и новыми, а зачастую пикантными подробностями. По одной версии, во время проезда Годивы по площади смущенные горожане не поднимали на нее глаз. По другой, она приказала жителям Ковентри сидеть дома за закрытыми ставнями в то утро, когда собиралась проехать по улицам, и таким образом избавила себя от оскорбительных взглядов простолюдинов. По третьей, тело леди Годивы невозможно было разглядеть, поскольку оно скрывалось под неспосланным Богом непрозрачным покровом. И, наконец, есть предположение, что нагота Годивы была символической. На ее платье во время проезда через рыночную площадь не было драгоценных украшений и атрибутов власти, что было недопустимым для знатных особ по существовавшим тогда обычаям. Что же касается налогов, то в древней балладе есть строки, где говорится, как обескураженный и посрамленный граф отменил все поборы, взимаемые с жителей Ковентри, за исключением налога на содержание лошадей. Хроники свидетельствуют, что вплоть до XVII века город действительно мог похвастать подобным безналоговым статусом. Впрочем, историки все же добавили ложку дегтя в бочку меда, утверждая, что им не удалось обнаружить ни одного свидетельства современников этой, по меньшей мере, резонансной поездки. Но археологами были найдены витражи с изображением леди Годивы, которые сейчас находятся в сохранившейся церкви первого монастыря, основанного Лефриком и Годивой. Правда, на этих витражах легендарная леди Годива изображена в парадном платье. В XVI – начале XVII века к рассказу добавился еще один персонаж – портной по имени Том. Портной, как утверждается, не подчинился приказу Годивы. Приникнув к щели ставни своего окна, он подглядывал за графиней. Его наказал Бог. Том
внезапно ослеп. Заслуженно наказанный портной послужил прообразом для выражения «любопытный том». Кстати, есть мнение, что поводом к появлению персонажа, подглядывающего Тома, послужила следующая удивительная череда событий. В 1586 году Совет города Ковентри сделал заказ художнику Адаму ван Норту изобразить события из легенды о леди Годиве. Он так и сделал, но поместил на картине в оконном проеме Леофрика, глядящего на проезжающую мимо леди Годиву. По неизвестным причинам отцы города выставили картину на главной площади Ковентри, и население ошибочно подумало, что Леофрик был ослушавшимся горожанином. Так возникло дополнение к этому сюжету. А что рассказывают достоверные исторические хроники? Есть ли правда в этой таинственной истории? Историю об обнаженной всаднице впервые упоминает монах монастыря святого Албана Роджер Вендровер в 1188 году в своей книге. Согласно ей, события происходили 10 июля 1040 года. Возможно, автор использовал какой-то ныне утерянный источник, а может и сам решил таким образом прославить эту замечательную женщину. Последующие летописцы неизменно украшали пикантную историю новыми подробностями. В наше время английские историки, соглашаясь с тем, что леди Годива – реальный исторический персонаж, все же сомневаются в достоверности легенды о ее своеобразном заступничестве за своих земляков. Как свидетельствуют документы, героиня легенды была женщиной во всех отношениях замечательной, добросердечной и великодушной, и покровительствовала искусством. Леди Годива действительно жила в Англии, в Ковентри в середине XI века. Историки рассказывают, что примерно в 1028 году, будучи к этому моменту богатой вдовой, она серьезно заболела и, полагая, что близок ее смертный час, завещала все свое немалых размеров состояние монастырю в городке Иле. Но с болезнью удалось справиться, и через некоторое время Годива вышла замуж за англосаксонского аристократа, графа Мерсии и лорда Ковентри, Леофрика III. Могущественный граф также не чужд был высоких материй. Вскоре, в 1043 году, граф и графиня основали монастырь Бенедиктинского ордена в Ковентри, одном из городов, находившихся во владениях графа. Леофрик наделил монастырь землей и отдал во владение обители 24 деревни. Монастырь в одночасье превратил Ковентри из маленького поселения в 4-й по величине средневековый английский город. 4 октября монастырская церковь была освящена именами святого Петра, святого Осбурга, всех святых и Девы Марии, в которую Годива верила безгранично. Позднее, благодаря ее дарам, золоту и драгоценностям, церковь монастыря стала одной из богатейших в Англии. Графиня пережила графа на 10 лет и была могущественной и благочестивой правительницей. После смерти мужа леди Годива продолжала покровительствовать церкви, оказывая поддержку по крайней мере еще полудюжине монастырей. Она была очень набожна и жертвовала церкви земли и деньги. После смерти и граф Леофрик, и леди Годива были похоронены в построенном ими монастыре.
Но все эти подробности биографии благородной аристократки сегодня известны разве что историкам. А потомки с благоговением чтут знаменитую легенду. Позднее, в XIII уже веке, король Эдуард I пожелал выяснить правду об этой легенде. Исследование летописи подтвердило, что в Ковентри в 1057 году и позже налог действительно не взимался. Но является ли этот факт достоверным доказательством реальности описываемых в легенде событий? Легенды о леди Годиве, вероятно, имеют мифологические корни в одном из языческих ритуалов, связанных с плодородием. Мистерии с участием женщин-жриц встречаются во многих дохристианских культурах. Нередко при этом жрецы были обнаженными или одевались в особые одеяния. В том числе это происходило и у кельтов. Обряды, связанные с землей, урожаем, плодовитостью, были распространены у друидов. Скорее всего, отголоски древних верований и обычаев, веками существовавших на этой земле, и отразились в легенде о Годиве. Недалеко от бывшего кафедрального собора Ковентри установлен большой памятник леди Годива с распущенными волосами верхом на лошади. Изображение памятника также помещено на печати городского совета Ковентри. Статуи самых разных размеров знаменитой наездницы и подглядывающего Тома во множестве украшают этот английский город. В 1678 году в честь смелой леди Годивы жители учредили ежегодный фестиваль, сохранившийся и по сей день. В Ковентри также была впервые инсценирована легендарная поездка Годивы. Роль графини исполнял мальчик. Представление повторялось периодически до 1907 года, пока одеяние, или скорее отсутствие онного у исполнителя роли Годивы, не стало предметом общественных пересудов. И в 1907 году сие предосудительное действо было прекращено. Сейчас этот праздник представляет собой карнавал, где много музыки, песен, фейерверков. Участники карнавала одеваются в костюме XI века. Шествие начинается от руин Первого кафедрального собора и далее идет по маршруту, проложенному некогда отважной леди. Заключительная часть фестиваля проходит в городском парке у памятника леди Годивы. Здесь звучит музыка того времени, и участники праздника соревнуются в различных конкурсах, наиболее популярным из которых является конкурс на лучшую Годиву. В этом конкурсе принимают участие женщины, одетые в туалеты дам XI столетия, и непременным условием соревнования является наличие у них длинных золотых волос. Образ леди Годивы достаточно популярен в искусстве. К нему часто обращались художники. Защитницу жителей Ковентри воссоздали в мраморе, на полотнах, в кино. В 1966 году имя леди Годивы вдруг замелькало на первых полосах газет в связи с совершенно невероятными обстоятельствами. В изданном в том же году подробном справочнике, повествующем о том, кто есть кто среди английской аристократии, была высказана новая точка зрения на родословную королевы Елизаветы II. Королева, среди предков которой, как давно известно, был Вильгельм Завоеватель, по утверждению составителей справочника, являлась также в 31-м колене потомком Гарольда,
монарха, смещенного Вильгельмом. После поражения и гибели отца в битве под Гастингсом 14 октября 1066 года дочь Гарольда бежала на континент, где вышла замуж за Владимира Мономаха, великого князя Киевского. Их потомков можно проследить в нескольких европейских королевских династиях. Один из них вернулся в Англию во времена правления Эдуарда II, короля, жестоко убитого в тюрьме в 1327 году. Дотошные читатели проследили родословную жены Владимира Мономаха. Ее прапрадедом оказался никто иной, как Леофрик, предположительно отправивший благочестивую жену на конную прогулку в обнаженном виде по улицам Ковентри. Таким образом, королева Елизавета может утверждать, что ведет свою родословную, в числе прочих великих, и от леди Годивы. Кстати, в 2003 году, в один прекрасный день, к резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит среди бела дня подъехала на лошади современная леди Годива в точно таком же одеянии, а точнее без него. Ее сопровождало некоторое количество женщин, требовавших от правительства налоговых льгот для работающих родителей, которым приходится нанимать нянь. Пошло ли правительство на уступки, неизвестно, но сам этот случай свидетельствует, что о прекрасной леди Годиве англичане не забыли. Также в честь леди Годивы был назван астероид. И, как это ни странно звучит, но иногда в честь леди Годивы получают свое название магазины одежды. Вот так, друзья мои. Ну, а на сегодня все. Пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение. Ставьте лайки, дизлайки. А я желаю всем мира, здоровья и всякого благополучия. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.